Здравствуйте! Это лавка Сороки и я, Татьяна Паламарь. Чтобы что-то продать, нужно сначала это купить. Мы покупаем наши украшения в самых разных местах и в том числе на блошиных рынках. И у нас накопилось достаточно много опыта, как мы это делаем, как мы ходим, что мы говорим, и мы решили им поделиться. Поэтому сегодня я дам вам 8 советов, как ходить на блошиный рынок. Перво-наперво позаботьтесь о наличных деньгах. Во-первых, продавцы скорее примут у вас евро, доллар, иену, что угодно, но не онлайн-перевод. Во-вторых, возможно, в том месте, где проводится блошиный рынок, не будет ни обменника, ни банкомата, и для вас будет настоящей проблемой найти наличные деньги. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Второе наше правило и совет – это не ожидайте ничего сверхъестественного, что вы найдете сразу же неопознанного Фаберже или 12-й стул из Ильфа и Петрова, потому что это рождает какие-то слишком большие ожидания, слишком большие мечты, а далеко не всегда везет, и не всегда удается договориться о приятной цене, или состояние каких-то вещей тоже подводит. Поэтому идите со здоровым любопытством, и попутно, возможно, вам что-то хорошее попадется. Наш третий совет – старайтесь прийти не слишком рано и не слишком поздно. Где-то около 10 часа, чтобы продавцы только-только разложились, а ваши конкуренты еще и не успели забрать все самое интересное по самым интересным ценам. Совет номер 4. Торгуйтесь и не стесняйтесь. Конечно, не надо на продавца так с напором таким идти, что, мол, вот, да, здесь же поцарапано, здесь же там скол, и у этой минажницы и серебрение не очень, да и клеймо непонятное. Продавцы это не очень любят, и они могут вас запомнить, и в следующий раз даже назвать цену больше, там, на 100 гривен, допустим. Такое бывает запросто. Но в то же время, если вы подойдете, искренне поинтересуетесь, там что-то похвалите, сделаете комплимент, то сразу у продавца будет к вам другое настроение, другой какой-то подход, и так будет гораздо легче договориться о обоюдно приятной стоимости. Совет номер 5. Не игнорируйте продавцов, у которых на первый взгляд какие-то предметы не по вашей теме. Ну, вот, допустим, вы видите, что здесь на прилавке одни значки, и вы понимаете, фалеристика это не мое, но в то же время очень часто бывает, что именно у таких продавцов, так как это не их тематика, бывает, закрадываются какие-то интересные броши, а так как они не знают, сколько они должны стоить, то бывают очень хорошие цены. За всеми приятными разговорами, размышлениями не забывайте, что самое важное – это купить что-то полезное для вас, приятное, в хорошем состоянии и, понятно, по хорошей цене. О чем я говорю? Продавцов бывает столько всего разного и столько всяких предметов, что они не знают досконально историю, и ответственность за состояние перекладывается полностью на покупателя. То есть посмотреть, все ли трещинки, все ли там скольчики и так далее, вмятинки и так далее, это все ваша забота. Продавец может даже не со зла, даже и не помнить, что там у этого предмета, у этой чашечки, чернильницы что-то не так. Поэтому вы должны сами обсматривать, смотреть внимательно, и не очень, возможно, доверять рассказам продавцов, потому что очень часто они не знают досконально историю, и там можно наслушаться всяких разных баек про природные рубины, про бабушкины сервизы и так далее, и так далее. Наш 7-й совет. Не стесняйтесь спросить продавца, а есть ли у вас что-нибудь еще? Потому что иногда не все помещается на прилавке, и у продавца что-то может остаться там в закромах где-то, он это забыл, не выложил.
Да, возможно, вам и не покажут сразу, а может быть и поделятся, и, как мы знаем, из-под полы всегда все самое интересное и любопытное показывают. И наш последний совет, номер 8. Если что-то приглянулось, берите сразу. Не нужно отходить там на 30 минут, на час, я вот подумаю, может быть, никто не заберет. Скорее всего, заберут. Если вещь интересная, уникальная и цена более-менее адекватная, то, скорее всего, вы вернетесь через полчаса и уже ничего не будет. Потому что то, что вам сразу понравилось, сразу заинтересовало, оно действует и на других точно так же. Поэтому хватайте и не пожалеете. Вот мы рассказали наши 8 советов, и я очень надеюсь, что они вам пригодятся, и вы будете ими пользоваться, или хотя бы некоторыми из них. Возможно, поделитесь своими историями о походах на блошиные рынки. Спасибо большое, что смотрите, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!